Как принимать сложные решения? Здесь мне вспоминается мой опыт, когда вот в первые дни войны, буквально в первый день, там первый, второй, мне очень многие наши студенты и коллеги, знакомые писали, вот что делать, мы не знаем, там, например, уезжать из Киева, не уезжать, уезжать за границу, не уезжать. В общем, да, ну понятно, у людей всех шок, и как-то хочется хоть от кого-то услышать понятное какое-то, знаете, понятный совет, понятную рекомендацию. Но, естественно, у меня в эти дни их тоже не было, этих понятных однозначных рекомендаций, потому что я сама была в такой же ситуации, и ну, что-то решить, да, и тем более кому-то что-то подсказывать, ну, невозможно. С другой стороны, ну, понятно, что мне хотелось тоже как-то людям помочь, поддержать, вот, ну, как я могла в этой ситуации. Я все же что-то отвечала на эти запросы, и отвечая понемногу, я и для себя сформулировала единственный правильный ответ. И я говорила так тем, кто мне писал в эти дни, что, знаете, ну никто не знает, да, ну, невозможно просчитать внешнюю ситуацию, но что вы можете сделать, да, вы можете думать об этом так, что дальнейшее развитие зависит от вашего состояния, то есть вы можете там, остаться, например, в Киеве, в Украине, вы можете выехать за границу. Думайте об этом как о самом лучшем решении. Да? И смотрите на это как, ну, не, знаете, вот, допустим, вы выбрали, да, там, пойти налево, все, и это одна дорожка, или пойти направо, и это одна дорожка. А смотрите на это по-другому, что налево это только первый шаг, а потом еще есть множество вариантов, да, то есть вы можете остаться в Киеве, это очень по-разному как-то, да, дальше будет продолжаться, вы можете выехать за границу, это тоже имеет еще миллион дальнейших каких-то возможных разворотов. И вот эти дальнейшие возможные развороты зависят от вашего состояния. Потому что от вашего состояния зависит то, какую часть реальности вы будете видеть, как вы будете себя воспринимать, других людей, ну и, соответственно, как вы будете действовать и какие результаты будете получать. Вот. И постепенно я и для себя эту формулу вывела, да, что, ну или скорее сказать вспомнила, да, потому что понятно, ну когда в таком очень стрессовом событии наша психика регрессирует, и какие бы мы ни были умные, прокачанные и так далее, вот первые дни войны все в такое пограничное состояние, да, свалились, кто-то в психотическое, и там, ну вот любой выбор, он кажется фатальным. Вот, но на самом деле, чем выше уровень вашего сознания, на котором вы в данный момент времени находитесь, тем больше у вас внутри есть идея, что фатальных выборов нет. Каждый выбор это просто, ну, еще один шаг влево или вправо, да, или там посерединке, а потом следующий, следующий, следующий. И, пожалуйста, когда у вас есть, ну, такое внутри, то, что вы воспринимаете как сложное для вас решение, вспоминайте эту идею, да, и думайте про то, что любой ваш выбор сейчас это просто еще один шаг, а потом вы можете по-другому сделать и по-другому, да, фатальных нет выборов. Фатальные выборы нами воспринимают, фатальность вообще это свойство пограничного уровня психики. Да? То есть это, ну, такой низкий уровень функционирования психики, на который мы скатываемся в моменты очень сильного стресса. Ну, есть люди, которые просто, ну, они как бы выше этого уровня не поднимаются, но это небольшое количество людей. Вот. А здоровые психические люди, они просто туда уходят, да, моменты, когда психика в сильном стрессе. И когда вы включаете в голове мысли, да, про вот эту нефатальность выборов, вы поднимаете свое сознание. И тогда вероятность лучшего разворота событий для вас очень сильно повышается. И вторая идея, которую я предлагаю в голове у себя держать, она будет тоже вас выводить из этого вот состояния, что сложно сделать выбор. Это идея, которую я когда-то прочитала в книге, ну, метафору этого я когда-то прочитала в книге Булгакова «Белая гвардия». И он описывал события в Киеве начала 20 века, да, там какие-то эти войны, тоже смена власти. И, по-моему, он говорил про режим Петлюры или кого-то, в общем. И он описывал так, что
все шептались, кто такой Петлюра, откуда он вообще взялся. Кто-то говорил, что он какой-то там беглый бухгалтер, где-то он там проштрафился, сидел в тюрьме и потом бежал из тюрьмы, и это. Кто-то говорил, что он там это, кто-то говорил это. Ну, в общем, никто доподлинно не знал, кто такой этот Петлюра, откуда он взялся. И дальше Булгаков пишет, а вообще важно ли это? Да? Может, вообще и не было никакого Петлюры. Но что было, было место. Было место, которое было подготовлено, да, вот этой несправедливостью, тяжелой работой крестьян, маленькими зарплатами на фабриках. Вот это все подготовило место, чтобы возник Петлюра. То есть сам Петлюра, сама фигура не важна, было место. И не Петлюра, так другой. Понимаете? И вот это очень тонко и правильно с точки зрения психологии. У нас внутри возникает место. Если место есть, оно заполнится. Если места нет, оно не заполнится. В этом смысле, когда вы переживаете, какой выбор сделать, понимаете, что внутри у вас есть для чего-то место. Например, если там место подготовлено для чего-то хорошего, при любом выборе вы получите хорошее. При любом внешнем, да, налево пойдете хорошее, направо пойдете хорошее. Если внутри есть место для плохого, вы налево пойдете, будет плохое, направо пойдете, будет плохое. Что такое место внутри? Место – это состояние. Да? Как Булгаков писал, что вот было гнев народный был, да, было ощущение несправедливости, было ощущение, и под это пришел определенная фигура, пришла подходящая, да, Петлюра, который каким-то образом вот все это выразил. Точно так же у вас внутри, да, есть какие-то состояния, и они готовят место, и на это место придет что-то внешнее. Неважно, еще раз, налево вы пойдете или направо. Вот эту идею тоже, пожалуйста, себе вспоминайте, когда вам начинает казаться выбор или решение очень сложным. Вообще само восприятие, да, что это сложное решение, говорит о том, что вы боитесь столкнуться с каким-то чувством, и вы все равно с ним столкнетесь. Я когда работала индивидуально, у меня такой один из топ запросов от мужчин был следующий, ну от мужчин-клиентов. Это выбор между женой и любовницей, да. Ну, как правило, мужчина приходил в ситуации любовного треугольника, да, когда есть жена и есть любовница уже такая, с которой тоже отношения серьезные, вот уже надо выбирать, а выбирать невозможно, да, и бесконечно, да, можно просчитывать, вот там вот это хорошо, там вот это, а вот здесь то жалко, а здесь то жалко, выбрать невозможно, да, все, кто был в такой ситуации, вы знаете. И я тогда задавала вопрос, а с какими чувствами вам придется столкнуться в любом варианте, вот хоть вы выберете жену, хоть вы выберете любовницу. И каждый раз это было про чувство вины, про чувство предательства, хоть так, я все равно столкнусь с этим чувством, понимаете? И тогда вопрос выхода из этой ситуации, он не про то, чтобы выбрать между двумя вариантами, потому что и так это будет плохо. А выход, внутренний рост в том, чтобы по-другому осмыслить эту ситуацию, таким образом, чтобы вот это чувство вины, чувство предательства, оно стало переносимым внутри, как-то по-другому его переработать. И вот здесь точка психического роста. И тогда эта ситуация, она как-то рассосется сама собой, да, у меня очень много таких было интересных кейсов на эту тему, когда мужчина внутри с этим справлялся, да, внешняя ситуация становилась, она как разрешалась сама собой, да, потому что не было места внутри для переживания этой вины, этого предательства, и внешне тоже все это как-то раз и разруливалось самым лучшим образом. Вот, поэтому вот этот момент уже имейте в виду, когда вы воспринимаете какое-то решение сложным. Да, это про страх столкнуться с какими-то чувствами. Подумайте, хоть так вы выберете, хоть так, с чем вам придется столкнуться, с чем вы боитесь там столкнуться. Вот, и с этим чувством нужно поработать.